Привет, мои дорогие девочки! Привет, мои ласковые котики! Мы сегодня с вами погадаем. Мы в стримах в основном гадаем на мужчин. Хочу уже, девочки, сделать сегодня после стрима, кстати, сделаю такое гадание про мертвых, да? Потому что сегодня, девочки, ночью у нас будет 11-е лунные сутки, растущая луна во Льве, а 11-й лунный день, как говорится, лунная ночь, вот, как говорится, она уже началась, но я имею в виду, что ночь сегодня будет, девочки, горячая. Если кто-то хочет сегодня помагичить, помогите, девочки. На какую тему? Смотрите, 24 марта. Разберем так, вот, чтобы вы могли опираться, и вы даже сами будете знать, на что опираться. Что такое 24 марта? Мы пишем каждый день, дата, где-то на работе, у нас на часах, на телефоне светятся эти цифры. Это то же самое, что... Ну, практически очень похоже на сигилы. То же самое, если у вас будет на телефоне светиться какое-то там слово, да, оно как-то будет вам, как говорится, под кожу заходить. То же самое, ну, помощнее, я бы даже сказала, с сигилами теми же, да. Но когда у вас сегодня светится 24-го, точнее, сегодня 23-е, но мы говорим, девочки, про 24 марта, да, а это 11-й лунный день. И он начинается... Сегодня, как говорится, уже начался, и завтра до обеда продлится. 11-й. Что это такое, мои дорогие? Это все будет происходить ночью. Это два мага, 1 и 1. Это маг и маг. 11-й. Это старший аркан силы. Представьте, какое значение вот этой вот даже ночи. Плюс еще 24 марта. 2 верховная жрица. 4 это император. Верховная жрица, которая влияет, шепчет на ушко императору. Верховная жрица это не совсем живое существо, да, это полуэфемерное такое. А император и императрица, второе, это живые люди, которые, как говорится, правят миром. Так вот, император и императрица, мы сегодня, как верховная жрица, можем влиять на сознание наших мужчин. По-разному, девочки. Вы могли бы им ставить сегодня, можете ставить установки какие-то, можете провести очень яркую ночь. И гадание у нас сегодня будет именно на тему, да, такого эротического содержания. Хочет ли он вас и как? Мы вот, девочки, посмотрим, вот будем рассматривать на нашу кубковую составляющую, наш кубочек, будем смотреть, что устраивает, что не устраивает, есть ли сила там внутри, в нашей пятой точке и все такое. А это даже и не смешно, все говорят, срамное место, срамное. Да какое оно срамное, мы же детей рожаем, самое первое, да, идет отсюда. В общем, и посмотрим еще, как его возбудить. Но в гадании написано разбудить, а мы будем его и будить, девочки, и возбуждать. Привет, мои дорогие, привет, котики мои. Так что сегодня вот эта вот ночь, если вы проводите время без своего мужчины, девочки, если с мужчиной, то уже, знаете, сделайте ему сегодня, девочки, что-нибудь очень приятное, займитесь с ним интимом. Сегодня страстная ночь. Если мужчины рядом нету, вам, девочки... предлагаю сделать либо тот ритуал, который я делала в онлайн. Он есть, если промотать видео немножко вниз, вы увидите. У нас такой ритуальчик, который мы делали недавно совсем, да? Для того, чтобы шикарно блестеть. И могу вам предложить сегодня вечером, если кто не хочет заморачиваться с какими-то более такими тяжелыми ритуалами, возьмите 2 свечи, котики мои. Просто 2 свечи. У меня для этих целей не маленькие лежат, у меня вообще сретенские. И я, например, они у меня лежат все время на кухне. И я, например, захожу, как покурить там или еще что-то, да, я просто их зажигаю зажигалкой и немножко на них вот смотрю 2-3 секунды. И у меня вот специальные свечи лежат на кухне для того, чтобы... не ссориться со своим, чтобы у меня гормоны где-то не выплескивались. Так что, девочки, смотрите, 11-е. Сегодня 2 старших аркана в силу уходят. 2 мага, но ясно, если 2 мага 1 и 1, 11 это будет сила. Ну, это логически, да, даже вот вторая логика такая. Возьмите 2 свечки и сделайте, девочки, скрутку.
скрутку со свечей поставьте на тарелочку какую-нибудь, пусть они погорят, пока вы сидите в телефоне, да, или там ложитесь спать. Пусть рядышком с вами побудут вот эти свечи, когда вы загадываете себя и вашего мужчину. Вы когда крутите, вы как закладываете этот ДНК. Почему свечи крутят, да? Скрутки делают. Вот у нас даже ДНК спиралевидная скручивается, девочки. Вот такие вот дела. Так что, а вот у меня тут свеча, это тоже скрутка, но она такая вот особенная. Я вам уже показывала, видите, тут тоже скрутка есть. Болотная, да, то есть это природа сама эту скрутку делала. А потом у меня идут вот два мага, как говорится, и тут я уже искусственную свою, ведьмовскую. Это программная свеча у меня такая. Так что, девочки, делайте. Так, что не всех могу прочитать. Пиковый тут, девочки, если что, задавайте ему вопросы. Он сегодня выложил гадание такое интересное, я сама тоже гадала. Там еще девочки, он сказал, так интересно, переписывались на такие эротические темы. Да, потому что ударяет в голову, да. Сегодня такой день, почему бы и нет. Мы все с вами кошечки. Так, а давайте теперь, пока мы собираемся, девочки, нас еще маловато так собралось, чтобы кто-то не переживал, что он не успел. Кто у меня тут знатоки, ведьмы, экстрасенсы? Расскажите, девочки, что здесь у меня опять в этом сундучке спрятано? Ни за что не отгадаете. А может быть и отгадаете. Тематическая сегодня, девочки. Нет, тут не лежит никакая не резиновая игрушка, а кое-что другое. Сможете ли вы угадать, что здесь, девочки? Давайте потренируемся пока. Представьте, кто это или что это. Мягкое или твердое. Черное или белое. Что вам идет навскидку? А если вы подумаете время, а оно у вас во что-то трансформируется, или все равно вы видите тоже? Может, вы видите, для чего это надо? Ну что, девочки, давайте открою, тогда посмотрим, что здесь. Давайте не будем тянуть волыну. Вот, девочки, что здесь. Вот такой вот котик тут лежит. Вот такой вот брелочек с кисточкой. Может, кто-то угадал вот эту вот часть. Может, из вас кто-то угадал вот эту часть. Может, кто-то угадал котика. Вот, кстати, насчет белого, девочки, да, вот много из вас, кто писал белое. Я вам скажу, что черный цвет, наоборот, экстрасенсы иногда путают с белым. Это как негатив. Вот как на фотографии, да, фотография мы видим одну картинку, а на негативе, на пленке, ну, сейчас уже такого нету, это раньше пленки были, мы видели другую картинку, да, и, по-моему, даже такая... Эффект негатива, он раньше был, а сейчас его даже с программ всех убрали. Но вот у экстрасенсов, кстати, вот это вот есть. Так что тот, кто думал, что тут белое, я вам скажу, что вы были правы, потому что вы увидели цвет. Потому что вот такие цвета экстрасенсы видят по-другому. Монохромные. Дело в том, что такое черный цвет? Это цвет, который не дает волны какие-то, а белый, девочки, цвет, да, он это типа все спектральные волны идут. Они по волнам отличаются, но как белый, так и черный, да, они не являются цветами, как ни странно. Да, тут, девочки, кто увидел сердечко, тут, по-моему, даже чуть-чуть от сердечка все-таки что-то есть, правда? И даже вот так вот подумать, вот тут вот сердечко такое есть, лапки у котика собираются. И даже вот тут вот можно сердца. Привет, мои дорогие, кто пришел к нам. Давайте с вами посмотрим. У нас сегодня тема для гадания в 11-й лунный день, девочки. Тема для гадания будет в сексуальной направленности.
Хочет ли он вас и как его разбудить и возбудить. Будем мы гадать на эту тему, потому что сегодня такая вот страстная ночь. И желательно скреплять, девочки. Если у вас есть возможность, напишите что-нибудь такое интимного характера своему мужчине. Побалуйте, побуськайте его, девочки. Ну и не только, что-нибудь, пожмякайте его. Ну что, давайте с вами тогда погадаем. Конечно же, на Монаре сейчас погадаем. Хочет ли он вас и как? И как его разбудить, возбудить? Как сделать так, чтобы он все время, девочки, вас хотел? Что сделать, чтобы он все время вас хотел, желал? Давайте посмотрим вот эту вот его точку невозврата. Хочет ли он вас? И как? И как его разбудить, возбудить? Да, у нас сегодня немножко такая сладкая тема. Спасибо, девочки, за донаты. Очень рада. Ну что, мои дорогие, давайте 4 варианта сделаем. Хочет ли он вас и как? Хочет ли он вас и как? Хочет ли он вас и как? И хочет ли он вас и как? Загадайте на одну карту по одному своему мужчине, девочки. Если у кого-то один, стоит задуматься еще о 3. Мы, девочки, многогранные половинки. Ну, я не говорю, что вы там любовника какого-то заводили, но все же кому-то надо, да, кому-то надо, почему бы и нет. Можете одного. А если, девочки, сомневаетесь в этом одном, просто придумайте имена на другие карты. Просто загадайте другие карты с другими именами. Пусть они лежат, даже если вы не будете слушать, но пусть они лежат и пусть они переворачиваются, пусть они в настоящих мужчин превращаются. Загадывайте, мои котики. Ну что, 1, 2, 3, 4 вариант. Давайте посмотрим, девочки, хочет ли он вас и как? Как его разбудить? И, мои дорогие, не забудьте, это реально работает, это реально работает. Если вы сделаете скрутку из свечей и поставите, и прожгете, девочки, это очень и очень хорошо будет сегодня, да. Если у вас нету интима, сегодня нету секса, пожгите вот эту свечу, спиралевидную, да, скрутку. Желтую или красную. Ну, если есть другого цвета, можете другого. Если у вас есть просто парафиновые свечи, зажгите 2 свечи. Парафин тут будет ничего не значить, но 2 огонька, это будет уже стихия огня, 2 огонечка. Ну что, поехали, девочки, смотрим. Первый вариант. Хочет ли он вас и как? Так, а чего это он у нас в трусах? Я не поняла. Вот этот мужчина, девочки, да, он... Тут, как говорится, либо вообще ничего у вас не было, никаких сексуальных контактов, либо, девочки, было давновато, да, потому что он об этом, вот именно об этом сейчас не думает в этот момент с вами. Паж Земли, о чем ты думаешь сейчас? Зеркало, девочка. А что это? А кто это делает? Я сразу говорю, вот с порога прямо вам. А вы в курсе, что на вашего мужчину магичат, девочки, для того, чтобы он либо вас не хотел, либо чтобы с вами не встречался, либо чтобы вы охладели друг к другу. Это какие-то такие рассорки, развязки какие-то, все остальное. Против вас делают, девочки, вот против вас. Вот прям говорю, что идет какая-то работа. Это, но тут вот эта верховная жрица выпадает, да? Я сейчас посмотрю, а кто она такая? Она долго не проживет, эта жрица. Но она его и не хочет.
Тут нету такого, чтобы она его прям хотела, да, нету. Но она не хочет, чтобы он вас хотел. Тут прям работа идет. Тут вот прям по всем этим картам выпала работа чужая. Чужая работа выпала по всем картам. Вот в начале видео даже говорила, да, что этот 11-й лунный день, 11-й старший аркан, сила, да, 2 мага. И кто-то, вот реально, я вам серьезно говорю, что-то кто-то творит. Гадость какую-то вам. Я даже вам скажу, как. Выпал еще 10-й старший аркан. Девочки, это было вчера. Хорошо, но это у нас все равно растущая луна была. Странная она. Она, получается, смотрите, на растущую луну эти рассорки не делаются, но она как делала, да? Но у нее расплата есть. По 13-му старшему аркану она себе уже, знаете, это вот, она рыла другому яму и сама в нее попала. И она очень глубоко в нее просела и села. А знаете, какая привязка, девочки, тут ломается, да? Какой кончик иголки здесь? Это не его, а ваш. Получается, как вы подстываете к нему, как вы к нему там не стремитесь из-за вот этого ритуала. То есть не то, что он, а именно вас она. Она как останавливает вас, чтобы вы к нему не шли. Вот это что к чему. Останавливает вас, чтобы вы не шли к нему. Девочки, ну это не... Я бы не сказала, что это, блин, какая-то соперница. Это не соперница. Она сейчас не вылазит соперницей. Она вот здесь вылезла именно вот женщиной, которая пытается остановить, да, чтобы к нему никто не подходил. Ну, какой-то... Ну, это часть какая-то. Но тут другого ничего не вышло, тут другого ничего не идет. А она, вот эта вот верховная жрица со смертью выпала. Тут, знаете, я вам скажу, она либо худела недавно, либо она была толстой и похудела. Или она сейчас как на диете сидит, потому что у нее тело такое хреновое. Ну, я имею в виду не то, что хреновое, и не то, что там похудевшая и красиво выглядит. Ей не идет худоба, ей не идет то, что она худеет, и не идет, что она худая. Но у нее было такое вот, она была полненькая, вот это у нее расшатанное астральное тело. Из-за этого она пробитая, сама по магии очень сильно пробитая, да. И что бы она ни делала, она результаты-то получает, но дело в том, что и откаты-то она тоже очень серьезно за это берет. Блин, я тут хотела про любовь, морковь, клубничку. А тут, получается, девочки, и работа вышла чужая. Ну, давайте еще посмотрим на этого мужчину. Хочет ли он вас? И смотрите, к ней он повернулся пажом земли, да, и у него пиписка не стоит. А тут рыцарь огня. Хочет ли он вас? Она откуда-то знает про то, что он рыцарь огня. Что он делает, девочки? Он втыкается. Он просто с разбегу втыкается, понимаете? Она либо это слышала, либо видела. Она как-то знает об этом. Она очень близко вот к паре вашей, да? Очень близко. Она как общается. Ну, ясный перец. А как его разбудить? А вот вы, императрица, выпали. Она к нему... Вот прям, знаете, вот когда начинаю перед тем, как говорить, о чем я буду гадать, вот прикольно, что потом карты похоже выпадают.
И тут получается, что она к нему верховная жрица, эфемерное недосущество, да, то есть она не может, как женщина, к нему проявиться, но очень хочет. А вы выпали парой рыцарь огня с императрицей, то есть он падает к вашим ногам, понимаете, он-то по факту вас очень хочет, но она берет и останавливает его. Это либо какая-то такая типа разлучница, соперница, это может быть кто угодно, мамаша, но она была пухлой, толстеет, или она худеет, толстеет. Короче, по ней видно, у нее что-то не так с организмом. Она, не она либо, ну, такая какая-то, либо надувается, как пузырь, да, либо очень худая становится. Либо если, вот кто сидит на диете из его окружения, девочки, все, вот, знаете, можете вот прям на раз вычислить эту шкуру. А у вас пара бы хорошая, как говорится, сложилась бы. Но она бы долго не проживет. Знаете, мне даже немножко ее жалко. Там вылезет какое-нибудь такое онко даже, если еще не вылезло. И вот он опять Паш этот. Вот если бы не было этой бабы, да, то в ваших отношениях все было бы хорошо. Сразу вам говорю. Как его разбудить? Туз кубковый. Девочки, вот если убрать эту бабу, вы за него можете выйти замуж. Вот серьезно говорю. Если убрать эту бабу, ее надо убирать. Разными. Тут разные бабы могут быть, девочки. Да? Там можно ли убрать? Может, она своей, как говорится, уйдет с этой жизни, да, но она мешает. Она просто его, она с рыцаря огня, когда он не может к вам до конца реализоваться, понимаете, воздухом каким-то дурным колышется. А как только он разворачивается к ней, у него сразу все желания пропадают. Он просто паж земной становится, червь такой, знаете, невнятный, ни о чем. А если бы ее убрать, да, то вы можете за него выйти замуж. И дело в том, что он вам больше подходит, чем ей. Вот тут вот пара идет, понимаете? Но вам тут мешают. Она вот так вот что-то делает, вот так вот рукой, да, вот рука, у меня даже так руки не гнутся, вот так вот, девочки, вот так вот берет и вот какие-то такие фиговины делает. Не знаю, что это. Ладно, девочки, ничего страшного, да, у нее нету там большой силы. Дело в том, что она уже наказанная. Вы живая, а она полуживая. Чувствуете разницу? Она не может с него сделать рыцаря сексуального. Она, все, что ей может достаться, это паж земли. А паж земли к ней не пойдет. Ну что, давайте посмотрим, девочки. За этого мужчину надо побороться, девочки. Побороться, разжигать в нем страсти мужские. Второй вариант. Хочет ли он вас и как? Да, девочки, да. Второй вариант супер-супер 150 раз да, 100-500 раз да. Очень сильно хочет. Он хочет. Он, девочки, там уже намыливает, надраивает, его давит во все стороны, понимаете, массажирует сам себе. Все, что он только... Короче, очень сильное желание вас. Ну, еще одна карта. Пажа воды. Это еще связано с тем, что он много делает, девочки, знаете чего? Самоудовлетворяющих действий, да? Теребунькает себе он постоянно. Если вы думаете, что он себе там теребунькает хотя бы раз в неделю, нет, девочки, каждый день по несколько раз. Вот прям, понимаете, заходит где-то на работу и теребунькает. Вдруг он посмотрел там видео какое-нибудь, чуть-чуть, где там половина ляжки было, он сразу, девочки, угадайте, кого он представляет, червовые карты идут, вас. И он начинает себе теребунькать. Это просто одно сплошное самоудовлетворение, когда вас нету. Он просто помешанный, девочки. Давайте посмотрим, хочет он вас и как. Еще одна кубковая карта. 3 кубковых карты, девочки. Это, знаете, 3-0. Счет 3-0. Полная победа. Вы у него в голове, вы ему сносите крышу, он очень-очень-очень-очень сильно хочет вас, постоянно. Но это связано еще и с действиями. Паж воды передергивает, девочки, постоянно.
И вот если вы думаете, что вот сколько вам логика позволяет сказать, умножьте это на 3, девочки, 3 кубковых карты, и вы получите результат, сколько на самом деле. Вот такие дела. Так что они, кстати, не признаются, что они теребунькают, но, девочки, это случаи из жизни по второму варианту, чтобы вас немножко, так знаете, похихикать. Я как-то давно своему парню установила программу на телефон, которая включает 2 камеры сразу, да, и то есть у меня один телефон был для того, чтобы следить за котом и собакой, когда меня нету дома долго, я просто включаю телефон, и там камера направлена, я и вижу, чем они занимаются, да, и то же самое я делала на его телефоне. Девочки, там тоже было такое сплошное теребоньканье, понимаете, идет по работе, там в это переходит с одного какого-то помещения в другое, останавливается в пролете и начинает это делать, девочки, да, и все, короче, немая сцена. Так что вот у вас, вот реально, да, по этим картам, вы даже просто представить себе не можете, насколько много этого. У него, может, даже есть какой-нибудь свой профилактический гусь, когда вас нету рядом. Уточка, знаете, которая в ванне уточка. Вы-то думаете, чтобы ее просто в водичку поплавать? Нет, девочки, ее же и подавить можно. Вот такие дела. Так что тут вообще 100% поведения. Его будить даже не надо. Он все время хочет, девочки. Хочет. Очень хочет. И причем это, я бы не сказала, что просто интим какой-то. Были бы просто эти карты огня выпадали, да. Но тут ни одна карта огня не выпала, а выпали все любовные, девочки. Это у него глубже, чем просто желание вас. Он не просто хочет вас, да, он женственность вашу хочет. Хочет вас как женщину, понимаете, а не как просто там резиновую бабу. Нет, девочки, как женщину. Ваши улыбки, там ямочки на попе, на щеках, ваши волосы, его все возбуждает. Вот такой вот вариант. Ну что, давайте посмотрим третий, девочки. Хочет ли он вас и как? Как его разбудить, возбудить, девочки? Он, девочки, носит не очень хорошее белье на себе. Либо он его меняет редко, это белье на себе, да, одевает в гости только новые трусы, и то, когда он подозревает что-то. Ну, короче, что-то у него там такое. С бельем он не заморачивается. Карта мага, девочки, выпала. Вот сегодня говорила, еще раз говорю, девочки, пожгите. Вот именно третий вариант, вам вообще надо их просто пожечь, эти свечи. Напишите его имя иголкой на одной свече, свое на другой свече, да, или напишите его и свое имя на бумажечке, бумажечку на блюдечке, сверху свечи, чтобы воск полностью, знаете, залил эти ваши имена. Вам надо поработать. Но на вопрос, хочет ли он вас, хочет, девочки, я бы не сказала, что он такой любитель секса каждый день. Он не за количество, а за качество. Если его, как говорится, хорошо обработать один раз в неделю, да, чтобы у него же все там горело и болело, и натертое было, да, то он прям на женщин, вообще ни на кого, направо-налево смотреть не будет. Он такой у вас качество, очень сильно любит качество и уважает. С ним должны обращаться как с дорогой, красивой, качественной резиновой палочкой, девочки. Он вам не дешевка какая-то, секси-шопа. Он не дешевка, девочки. Только качество. Чем больше качества, тем лучше. Саида, ты спрашиваешь, закапаю лист бумаги парафиновой свечой. От парафина мало толка. Лучше вот вообще реально зайти, купить сразу скопом восковых свечей, даже в эзотерических магазинчиках, либо в церковных лавках, да где свечи восковые продаются. Потому что парафин, да, он не сделан пчелами, и он не разогревается в руке до той нужной температуры, когда программа идет через нашу температуру. Понимаете даже? Лучше, конечно, эти
Можно парафиновые попробовать, да, но не будет такого эффекта, как от восковых. Давайте еще посмотрим, девочки. Третий вариант. Хочет ли он вас и как? Когда он хочет, девочки, он начинает дарить розы, надушенные, накрахмаленные, красивые, бритые, девочки, бритые во всех своих местах, где только можно быть бритым. Там, ну, короче, в зависимости, как он это делает. Короче, когда у него нету секса и он к нему не расположен, да, он будет ходить в дырявых, ссаных, например, трусах, да. Но когда он готовится к тому, что вот-вот сейчас, он, девочки, и прямо, знаете, будет светиться. Вот все в нем будет говорить, что он хочет интима. Но когда он хочет интима, вот хотя бы один раз в 3 дня, там, я не знаю, неделю, у кого как, девочки, да, но ему надо качество. Он не хочет просто потеребонькаться и разойтись. Нет, ему надо качество. Ему надо этой женщиной обладать. Ему надо это магия и волшебство. Рыцарь воды еще, девочки, выпал. Стесняшка он. В бане, девочки, он не разденется догола с мужиками. Он будет сидеть в плавках и строить из себя крутого мужика. Или идти с самым большим тазиком, прикрываясь. Давайте еще посмотрим, хочет ли он вас и как. 16-й старший аркан, башня. О, и 8-й старший аркан, девочки. Ему, знаете, что важно? Ему важен размер, девочки. И размер его члена почему-то. И у него есть одна такая звездная идея, да, что если он будет доставлять качественно, если у вас там будут мультиоргазмы и все остальное, то он, получается, это для него один из критериев, когда он берет женщину замуж. То есть она должна откликаться на все его эти ласки и дарить ему. Короче, девочки, он, ну, такой... Бревном с ним быть нельзя. Вот реально нельзя быть бревном, девочки. Побольше станите, повизгивайте, делайте ему, девочки, тайские массажи, еще что-нибудь. Короче, просто не лежите. Это не тот мужчина, с которым можно просто лежать. Он сразу определяет качество женщины, которую он может удовлетворить. Вот такой вот, мои дорогие, вариант. Ну что, давайте 4-й посмотрим. Хочет ли он вас и как, девочки? И как его разбудить? Боже, а он у вас мучитель. 4-й вариант, девочки. Садист и мучитель. Он любит, чтобы девушка помучилась, да? Он любит ее мариновать. Он маринует вас, девочки, он вас интригует, он вам может врать для того, чтобы пущий какой-то, не знаю, там, перца какого-то в вашу жизнь привести, да. Он может вас игнорировать, чтобы вы сходили с ума по нему. Он козел, девочки, ну, может быть, в хорошем смысле. Но я вам скажу, что просто так, если вы думаете, что это такое просто будет всегда счастье, и будет с ним, с Иванушкой и дурачком, я буду делать, что захочу. Ни хрена, девочки, нет. Он с характером, он где-то и капризный, и он... может наврать в глаза только для того, чтобы получить то, что он хочет, да, или смотреть, как котик из Шрека на вас такими глазами, да, он манипулятор. Он манипулятор и любит еще... Знаете, что он любит в женщине? Это такой надрыв душевный, когда у нее чуть начали слезки на глазах появляться, красные глазки, надулись щечки, губки надулись, дрожит губка от злости, да? Ему так это мило, боже мой. Короче, он у вас любитель таких вот негативных каких-то эмоций. Я вам скажу так, да? У меня, девочки, был такой итальянец, да, пока ему сковородкой не дашь где-нибудь, в него летало все что угодно. Книги, этот альбом с монетами, девочки, со 2-го этажа летел ему в харю, да, и он такой: боже, ты настоящая итальянка. Ну и, короче, мы дрались, мы даже в моем городе шли на пешеходном переходе с его другом, да, и, короче, что-то слово за слово, и, короче, мы начали пихаться, драться,
у нас даже люди так смотрели. Ну, такие. И он у вас такой, он влюбляется в женщину, которая лупит его по морде. Возможно, у него такие еще и экстравагантные эти сексуальные желания. Девочка, БДСМщик, дикий, еще тот. Я не удивлюсь, если он смотрит про порно, про каких-нибудь подвешенных женщин, которые висят, и у них прищепки в сосках. Это его тема. Потом какие-нибудь, просто какие-нибудь места, в которых вас могут увидеть, да, тоже его тема. Извращуга, манипулятор, искуситель, змей, интриган. Но не бойтесь реагировать, девочки. Вот он не любит овечек. Вот если девушка будет вести себя как овечка, такая все время добрая, с ним всегда соглашаться и все остальное, он быстро к ней потеряет интерес. Но если она покажет свою силу, и то, что она еще и ответить может, да, и в то же время она страстно так его желает, и она такая вся умная и все остальное, все, это его идеал. Давайте еще посмотрим, хочет ли он вас и как. Домогайся меня, да, девочка, бери меня всего. Во-первых, девочки, знаете, что ему нравится? Ему нравятся грязные слова. Если вы будете грязно его как-нибудь называть, или говорит, да, пари меня, сучку. Ну, что-нибудь такое, я, конечно, грубо говорю, но с другой стороны, как, если его возбуждает, это почему бы и нет? И причем две земляные карты. Он, знаете, он упрямый в этих своих мыслях, он упрямый. Он как баран упрямый. Но овцу он не хочет. И смотрите, он еще любит, чтобы к нему приставали. Но смотрите, к нему приставать можно по-разному. Если вы будете приставать от себя, он не особо на это будет обращать внимание. Но тут нужна какая-то такая ролевая игра, да? Вот если тут еще будет какая-то драма, надрыв ситуации, когда вы представитесь какой-нибудь Эвелиной, московской проституткой в 3-м поколении, ну, допустим, да, то я вам скажу, он аж визжать будет от удовольствия. Но я бы не сказала, что прям вообще ролевая. Он может не включиться в ролевую игру, если это для него будет как-то зазорно и позорно, да. Но вот грани эти он вообще любитель поддерживать. Давайте еще посмотрим, девочки. А как вас он хочет? Ну, смотрите, он оставляет вот это вот, он хочет довести женщину до такого состояния, чтобы она приставала к нему сама. То есть он ловит кайф, а когда он женщину так вот манипуляциями своими доводит до того состояния, когда она уже сидит, раздвинув ноги, просто и все, понимаете? И вот, и он такой, да, я победил. Ну что, ему даже не сколько сам интим важен, там, пих-пех, сколько ему важно, девочки, довести вас до того состояния, чтобы она сдалась. Он у нас покоритель, девочки, сердец, ног и все, и рук тоже. Так, и давайте еще одну карту достанем. Хочет ли он вас и как? Ну и карта изнасилования вышла, 10-й старший аркан. Что я вам могу сказать? И вот этот король у вас, это извращуга. Извращуга. И вот добавьте перчинки, мои дорогие, да, добавьте, не переигрывайте, но пусть он знает, что это игра, да, но это вот страсти какой-нибудь итальянской. Кстати, некоторых мужиков, если вот так вот, если ударить по щеке девочки, да, в какой-нибудь любовной игре, очень много это кого заводит. Они же все-таки у нас добытчики, охотники, да, пусть не по жизни, но хоть где, на койке, на матрасе, хочется же побыть тем охотником. Вот такой вот забавный, девочки, очень классный 4-й вариант. Вот это Санта-Барбара, которую можно просто в дневники записывать. Потом будете сами, когда бабушками, ухахатываться и почитывать, девочки. И рассказывать своим другим бабушкам-подружкам. Вот такие вот у нас 4 варианта было.
Все, мои дорогие, вот такое вот было у нас одно гадание на сегодня. Не забудьте, пожалуйста, пожечь свечки. Сегодня ночь страсти, девочки. Сделайте какой-нибудь ритуальчик такой, да. Просто шептать, например, шепотки или просто заговоры я не особо советую, да. Но вот что-нибудь такое связанное с телами, почему бы нет. Если у кого-то есть его кукла Вуду, слепок какой-нибудь, можно тоже туда ему в 5-ю точку потыкать. А почему бы и нет. Все, мои дорогие, спасибо вам за внимание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока, до завтра.